Иранцы взяли на абордаж мирные суда в Ормузском проливе. Уникальные кадры. Лидеры стран Европейского Союза собираются на саммит на Кипре. О чем будут говорить? Мы выделили главные темы. Макрон на саммит прилетел первым. Уже успел высказаться о ситуации с Украиной и на Ближнем Востоке. В Пентагоне чистка. Уволен министр ВМС. Пишут, что из-за внутренних конфликтов. Трампа призывают не пускать сборную Ирана по футболу на чемпионат мира, а заменить на итальянцев. Принц Гарри приехал в Киев и призвал Путина закончить войну. В Туапсе выпал нефтяной дождь, в Японии бушуют лесные пожары, а китайцы готовятся массово пересаживаться на летающие автомобили уже в следующем году. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иранское телевидение продемонстрировало кадры абордажа 2 контейнеровозов в Ормузском проливе. Спецназ КСИР захватил 2 контейнеровоза, которые пытались пройти через пролив без разрешения Ирана. Суда под флагами Либерии и Панамы были захвачены в 20 милях от побережья Омана спецназом корпуса Стражи Исламской революции. Они подошли к кораблям на скоростных катерах и открыли предупредительный огонь, заставив контейнеровозы остановиться, после чего поднялись на борт. Иранские военнослужащие сослались на нарушение правил судовождения и соображения безопасности. Иначе говоря, оба судна пытались пройти проливом без разрешения Тегерана. Оба корабля отконвоированы в территориальные воды Ирана. Представители компании-владельца одного из контейнеровозов, который шел из Дубая в Индию, сообщили, что все члены экипажа в безопасности и с ними поддерживается контакт. Хотя в Белом доме еще ранее заявили, что захват этих судов не противоречит условиям действующего перемирия. Напряженность в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами Америки остается высокой, а Ормузский пролив по-прежнему фактически блокирован. Ормузский пролив, ключевая артерия мировой нефти, оказался в режиме фактической двойной блокады. США продолжают морскую операцию против Ирана, Тегеран в ответ ограничивает проход и усиливает контроль над судоходством. Переговоры зашли в тупик, движение танкеров остается нестабильным. По данным международных сервисов отслеживания, часть судов пытается пройти пролив, однако многие разворачиваются. Отдельные танкеры проходят маршрут в составе групп. При этом фиксируются задержания и досмотры. Вашингтон заявляет о намерении полностью перекрыть экспорт нефти из Ирана. В Тегеране называют происходящее пиратством и предупреждают о последствиях. Иран также подчеркивает, что проход возможен только по установленным маршрутам и с разрешения его властей. На практике ситуация остается противоречивой. США продолжают перехваты судов, связанных с Ираном. Тегеран, в свою очередь, задерживает иностранные корабли, обвиняя их в нарушении правил навигации. В регионе сохраняется высокая военная активность, включая операции по разминированию. Ормузский пролив обеспечивает до 5-й части мировых поставок нефти. Его частичная блокировка уже влияет на глобальные рынки и цены на энергоносители. Сейчас пролив остается зоной риска. Формально открыт, но фактически контролируется 2 сторонами. Перемирие действует ограниченно, а любое новое обострение может полностью остановить судоходство. ВМС Германии рассматривают возможность участия в операции по разминированию Ормузского пролива. Решение будет зависеть от реальной обстановки и масштабов угрозы для судоходства. По данным командования, сначала потребуется провести разведку и подтвердить наличие мин. После этого военные планируют открывать безопасные коридоры для торговых судов. Сроки операции напрямую зависят от плотности мин и уровня риска. Подготовка к миссии уже ведется. Военные продемонстрировали специализированные корабли и подводные дроны, предназначенные для поиска и уничтожения мин. Эти системы позволяют работать дистанционно и минимизировать риски для экипажей. Окончательное решение о развертывании сил пока не принято. В Берлине подчеркивают, что участие возможно только при наличии условий безопасности, в том числе прекращения активных боевых действий. Инициатива обсуждается на международном уровне. Более 50 стран уже подключились к консультациям по обеспечению безопасности судоходства в регионе. Как только мы с помощью тролления определим, что в определенных районах есть мины, нам прежде всего нужно расчистить маршрут, чтобы торговые суда могли пройти. Плотность мин затем определит, сколько времени займет весь процесс, всегда исходя из уровней риска. Сначала расчистить путь, затем двигаться дальше. Это также обсуждается в плане, чтобы определить, что является достаточным, что достаточно для того, чтобы морское движение могло там нормально возобновиться. Мы пока не знаем, какова ситуация. Будет проведена предварительная оценка, вероятно, исходя из наихудшего сценария, и затем будут разработаны планы. Эти планы затем определят, сколько единиц и какие ресурсы, включая, возможно, силы с материковой части, нам потребуется развернуть. В США новая громкая отставка в военном руководстве.
Министр военно-морских сил Джон Феллон покинул свой пост с немедленным вступлением решения в силу. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Причины ухода не раскрываются. Феллон возглавлял ВМС с марта прошлого года. До назначения он работал в инвестиционном секторе. В должности курировал развитие судостроения и модернизацию морской инфраструктуры. Временно исполняющим обязанности назначен его заместитель Хун Кайо. Отставка произошла на фоне обострения конфликта с Ираном и морской блокады в Ормузском проливе, где ВМС США играют ключевую роль. По данным The New York Times, внутри руководства Пентагона в последние месяцы нарастал конфликт. У Феллона были разногласия с министром обороны Питом Хексетом и его заместителем Стивеном Файнбергом. Основные претензии касались реализации новой программы судостроения. При этом еще в декабре Феллон вместе с президентом Дональдом Трампом участвовал в презентации проекта новых линкоров. Тогда глава Белого дома публично поддерживал министра. Отставка стала частью серии кадровых решений. За последние недели постов лишились несколько ключевых фигур в военном руководстве. Ранее был отправлен в отставку начальник штаба сухопутных войск. До этого сменилось руководство ВМС, ВС и военной разведки. Всего после возвращения Трампа к власти свои должности покинули более 10 высокопоставленных военных. Кадровые перестановки происходят на фоне активной военной кампании США против Ирана и усиливающегося давления на Тегеран. В Пентагоне продолжается перераспределение влияния и контроль над ключевыми направлениями, включая военно-морские операции. Ливан и Израиль должны провести второй раунд переговоров в Вашингтоне 23 апреля. Ливанский чиновник заявил, что Бейрут будет добиваться продления на 1 месяц неустойчивого перемирия с Израилем, которое истекает 26 апреля при посредничестве США. Встреча проходить будет в Госдепартаменте США и станет вторым раундом диалога после соглашения о 10-дневном прекращении огня, вступившего в силу 17 апреля. Глава МИД Израиля Гидеон Саар подтвердил участие в переговорах и заявил, что цель – достижение реального мира на основе безопасности. Ливан будет представлять посол Нада Муавад, которая намерена добиваться продления перемирия и прекращения израильских операций на юге страны. По словам президента Ливана Жозефа Ауна, Бейрут не готов идти на уступки, если они не обеспечивают защиту суверенитета и национальных интересов. Несмотря на договоренности, ситуация на границе остается напряженной. Ливанские власти сообщают о продолжающихся разрушениях, усиленном наблюдении и предупреждениях об эвакуации в южных районах. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполе предложил ФИФА заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу, который летом принимают Штаты вместе с Канадой и Мексикой. Об этом сообщает Financial Times. По словам Замполе, он направил предложение президенту ФИФА Джанни Инфантино и самому Трампу. Он заявил, что Италия, как 4-кратный чемпион мира, имеет основания для участия. Источники издания отмечают, что инициатива также связана с попыткой сгладить отношения между Вашингтоном и правительством Италии. Официальных комментариев от ФИФА, а также футбольных федераций Ирана и Италии пока не последовало. Сборная Италии не прошла квалификацию, уступив Боснии и Герцеговине в стыковом матче. Иран же ранее заявлял о готовности участвовать, однако поднимал вопрос о переносе своих матчей за пределы США. Лидеры Европейского Союза направляются на Кипр. Премьер-министры и президенты в четверг вечером проведут совместный ужин, а в пятницу их ждет день переговоров по целому ряду вопросов. От помощи блоку в преодолении последствий войны на Ближнем Востоке до продвижения работы над следующим долгосрочным бюджетом ЕС. Это также будет первая встреча лидеров после поражения Виктора Орбана на выборах. Издание «Политика» пишет, что главных тем будет 5. Поскольку война с Ираном продолжается уже 8-ю неделю, лидеры обсудят перспективы мира, а также то, как справиться с экономическими последствиями закрытия Ормузского пролива, которое вызвало резкий рост мировых цен на энергию. Однако столицы стран ЕС расходятся во мнениях относительно того, что они могут и должны делать. Франция и Германия выразили разногласия по поводу участия в обеспечении безопасности морских маршрутов. В одном лидеры ЕС сходятся. Необходимо делать больше для снижения цен на энергию на фоне кризиса, вызванного закрытием Ормузского пролива. В среду Европейская комиссия представила ряд мер по защите потребителей, включая изменения в правилах государственной помощи, ускорение перехода к электрификации, развитие сетей и реформу энергетического налогообложения, мобилизацию частных инвестиций и увеличение финансирования на уровне ЕС. Это будет первая возможность для национальных лидеров напрямую обсудить, достаточно ли этих мер. Хотя геополитика вновь вышла на первый план, саммит на Кипре изначально должен был быть посвящен экономике, в том числе долгосрочному бюджету ЕС объемом 1,8 триллиона евро. Цель – завершить соглашение по 7-летнему бюджету до конца года на фоне опасений, что ультраправые могут победить на выборах во Франции и сорвать переговоры. Если лидеры договорятся в такие сроки, это будет необычно быстро по стандартам ЕС. Переговоры о бюджете всегда сложны. Более богатые страны Северной Европы
неохотно увеличивают взносы и скептически относятся к расширению налоговых полномочий Еврокомиссии. Дополнительное давление создает необходимость увязать бюджет с геополитикой, включая последствия войны с Ираном. Война также проверяет готовность ЕС к кризисам. Кипр, в частности, требует ясности в том, как будет работать положение о взаимной помощи, если одному из государств-членов будет угрожать опасность. Согласно статье договоров ЕС, в случае нападения на страну-члена, все остальные обязаны оказать помощь. На бумаге это даже более жесткое обязательство, чем в НАТО. Однако на практике не ясно, какую именно поддержку страны готовы предоставить. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас представит лидерам работу над механизмом взаимной обороны. Этот вопрос особенно важен для Кипра, который не является членом НАТО. Организация саммита на Кипре также сопряжена с серьезными мерами безопасности. Если все пройдет успешно, власти Кипра надеются, что это поможет вернуть туристов, которые избегали поездок из-за опасений воздушных тревог и отмененных рейсов. Саммит проходит в важный момент, после поражения Виктора Орбана на выборах. Он мог присутствовать, но решил не приезжать. На следующей встрече в июне за столом появятся новые лица, включая его преемника Петра Мадьяра. Однако дипломаты ЕС считают, что никто из них не станет новым Орбаном, и его уход, напротив, упростит принятие решений внутри блока. Президент Франции Эммануэль Макрон раньше других прибыл на Кипр и провел встречу с президентом Никосом Христодулидисом накануне неформального саммита лидеров ЕС. Двухдневная встреча проходит в Никосии и Айанапе под председательством главы Европейского совета Антонио Кошта. В саммите участвуют главы государств ЕС и партнеры с Ближнего Востока. В центре повестки – кризис вокруг Ирана, безопасность поставок энергии и долгосрочный бюджет Евросоюза. А отдельное внимание будет уделено войне в Украине. В саммите примет участие президент Владимир Зеленский. По словам Макрона, встреча дает возможность обсудить ключевые геополитические вопросы и согласовать позиции стран ЕС на фоне обострения международной обстановки. Разблокирование кредита в 90 миллиардов евро для Украины, согласованного в прошлом декабре, теперь станет реальностью, и это очень хорошая вещь. И я доверяю вашему лидерству. И у нас будет возможность этим вечером, поскольку президент Украины Владимир Зеленский приглашен, продолжить обмен мнениями с Украиной, обсудить план поддержки Украины, усилить давление на Россию как через новые санкции, так и через конкретные действия в отношении российского теневого флота. Сегодня Ливан находится под сильным давлением, и мы все работаем над тем, чтобы, во-первых, продлить режим прекращения огня, именно это мы отстаиваем, и чтобы переговоры велись в надлежащем формате. То есть, конечно, между Ливаном и Израилем, но также с включением всех стран региона, которые имеют значение для долгосрочной безопасности и стабильности Ливана, чтобы действительно создать условия для устойчивого мира, который уважает суверенитет и территориальную целостность Ливана и обеспечивает долговременное разоружение Хезболлы. У меня была возможность 48 часов назад встретиться с премьер-министром Ливана Навафом Саламом в Париже, и я хочу подтвердить здесь, что Франция готова, как только Ливан сочтет это уместным, организовать конференцию по помощи и мобилизации для поддержки Ливана в его усилиях по восстановлению суверенитета. Мы организуем эту конференцию, цель которой, как поддержка вооруженных сил Ливана, так и помощь в восстановлении юга страны, и эти задачи неразделимы. Словакия вновь начала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» после многомесячной остановки. Поставки возобновились ночью 23 апреля, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо. Возобновление прокачки произошло на фоне договоренностей между Украиной и Евросоюзом, включая согласование финансовой помощи Киеву. После восстановления транзита Венгрия сняла вето на пакет кредита ЕС в размере около 90 миллиардов евро. При этом Фицо подчеркнул, что ситуация остается нестабильной. Он допустил, что поставки могут быть снова прерваны из-за продолжающейся войны. Словакия и Венгрия продолжают зависеть от российских энергоносителей, несмотря на курс ЕС, на отказ от них после начала войны в Украине. «Дружба» остается одним из ключевых и наиболее политизированных маршрутов поставок нефти в Европе. Если вы спросите меня, верю ли я, что трубопровод «Дружба» будет и дальше постоянно транспортировать российскую нефть, я не могу на это ответить и не собираюсь сейчас делать прогнозы. Я считаю, что вчера и сегодня были заложены серьезные отношения между Украиной и Европейским Союзом через договоренности по кредиту и открытию трубопровода «Дружба». Я мог бы сейчас сказать многое, но скажу только одно. Открытие трубопровода в 2 часа ночи подтверждает, что он не был поврежден. Понимаете, о чем я? Он не был поврежден, и трубопровод «Дружба», а также нефть, использовались как инструмент в геополитической борьбе. Мы реалисты. Никто здесь не радуется, потому что война продолжается. В Украине может произойти все, что угодно. И это стало бы серьезным углублением недоверия между Европейским Союзом и Украиной, если после всего этого поставки нефти снова будут прерваны через несколько дней.
Но мы должны учитывать и такой сценарий, потому что идет война, а во время войны происходит все, что угодно. В Туапсе из-за сильного пожара на морском терминале, начавшегося еще 3 дня назад после атаки беспилотников, сильно ухудшилось качество воздуха, признали, наконец, власти Краснодарского края. В предупреждении для жителей говорится, что в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях. По данным Роспотребнадзора, в некоторых микрорайонах было отмечено превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в 2-3 раза. Жителям ряда микрорайонов посоветовали ограничить свое пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, а на улице при необходимости носить маски. Кроме того, жителям рекомендуется отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло и не курить. В оперштабе пообещали, что ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания. Нефтеналивный терминал в порту Туапсе был атакован беспилотниками в ночь на 20 апреля. Генштаб ВСУ заявил, что целью беспилотников был Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который образует единый производственный комплекс с морским терминалом. Местные жители жаловались, что власти практически ничего не сообщают о ситуации и не отменили занятия в школах. Вместо этого 22 апреля прокуратура Краснодарского края отчиталась, что сотрудники приняли участие в озеленении города. На опубликованном фото работники прокуратуры стояли у клумбы на фоне черного дыма за их спинами. Позже это фото было удалено. В соцсетях жители края массово жалуются, что им невыносимо жить, жалуются на бездействие власти. Россияне вновь обстреляли украинские города. В Днепре в результате ночной атаки российских беспилотников погибли 3 человека, еще 10 пострадали, в том числе 2 детей. По данным экстренных служб, удар частично разрушил 13-этажный жилой дом. Возникли пожары, повреждены административное здание, автомобили и магазин. Работают экстренные службы. Местные власти сообщили, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Состояние уточняется. Официальные источники подчеркивают, что удар привел к серии пожаров в жилом доме. Информация о деталях атаки и масштабе разрушений уточняется. Точно понятно, что люди остались без жилья. Украинские дроны 2-ю ночь подряд атакуют Самарскую область. Об этом заявляют власти региона. Так, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленное предприятие есть пострадавшие. Какой объект подвергся атаке, не уточнили. Кроме того, по словам губернатора, обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков 1 человек госпитализирован. Сегодня в Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесены на 2-ю смену. Авиарейсы задержаны. Украинские каналы утверждают, что атаковано предприятие Новокуйбышевской нефтехимической компании. Оно входит в структуру Роснефти. Вероятно, повреждена установка для производства присадки из нефтепродуктов и метанола. Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом и выступил на Киевском форуме по безопасности. По данным СМИ, он приехал в Украину поездом из Польши и принимает участие в международной конференции. Визит проходит на фоне более чем 4 лет войны и смещения внимания мировой повестки к другим конфликтам. Гарри заявил, что считает важным напомнить международному сообществу о ситуации в Украине и необходимости дальнейшей поддержки. Во время поездки он также планирует встречи с украинскими военными и ветеранами, а также посещение гуманитарных организаций, занимающихся разминированием. Также принц призвал Путина остановить войну. Мир видит вас, и мир уважает вас. Украина заслужила уважение всего мира, благодаря своему лидерству, своей устойчивости и своему поведению. Более 10 лет, с 2014 года, Украина находится на передовой борьбы, которая выходит далеко за ее пределы. И с начала полномасштабного вторжения украинский народ сделал нечто выдающееся. Вы адаптировались, выдержали и удержались. Президент Путин, ни одна страна не выигрывает от продолжающейся гибели людей, которую мы наблюдаем. Все еще есть момент, чтобы остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян и выбрать другой путь. Дамы и господа, это не сопутствующий ущерб. Это не хаос войны, который выходит из-под контроля. Это организованное, системное, намеренное действие, рассчитанное на долгосрочные последствия. И все же Украина продолжает держаться, и вы должны продолжать держаться. Я видел устойчивость этой страны своими глазами через участников сообщества Invictus, украинских военнослужащих, которые столкнулись с немыслимыми испытаниями и продолжают действовать с силой, достоинством и целеустремленностью. Демократия не является неизбежной, она не поддерживает себя сама и не защищена от вызовов. Ее необходимо защищать активно, последовательно и совместно. Именно поэтому Украина имеет такое значение. Это момент для лидерства США. Момент, когда Америка должна показать, что она способна выполнять свои международные обязательства не из благотворительности, а исходя из своей роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности. Я здесь не как политик. Я здесь как солдат, который понимает службу как гуманитарий, который видел человеческую цену конфликта, и как друг Украины, который считает, что мир не должен привыкать к этой войне или привыкать к ее последствиям,
На севере Японии вспыхнули лесные пожары. Власти объявили эвакуацию более 1800 человек. Возгорания произошли в префектуре Ивате, в районе Ацути. По данным правительства, огонь охватил свыше 150 гектаров леса. Уже повреждены как минимум 7 зданий, включая жилой дом. При этом информации о пострадавших нет. Решение об эвакуации принято для жителей 700 домохозяйств. Власти заявляют, что ситуация находится под контролем. Однако огонь продолжает распространяться, а службы ведут борьбу с очагами возгорания. В прошлом году в префектуре Ивате произошел крупнейший за десятилетие пожар, уничтоживший около 3000 гектаров и вынудивший эвакуировать более 4000 человек. Ситуация остается напряженной, эвакуация продолжается. В Китае к продаже готовят летающие автомобили. Тамошняя компания заявила, что планирует начать массовое производство таких машин уже в ближайшее время. Первые поставки могут начаться после получения разрешений, а к 2027 году проект должен выйти на полноценный рынок. В компании сообщили, что уже получили более 7000 заказов, в основном внутри Китая. Параллельно компания развивает беспилотные такси и готовит запуск пробных проектов в городе Гуанчжоу. Также в этом году компания планирует начать выпуск человекоподобных роботов. Сначала их будут использовать внутри самой компании, в офисах и шоурумах для работы с клиентами. Мы рассчитываем получить окончательное одобрение типового сертификата в этом году, уже совсем скоро. И после этого мы сможем начать официальные продажи и поставки клиентам. Так что до конца года вы начнете видеть крупносерийное производство и поставки. Но, возможно, ближе к концу года. А в следующем году мы ожидаем уже полноценные поставки в рамках массового производства. На самом деле мы уже получили лицензию на дорожные испытания в Гуанчжоу, так что мы будем запускать пилотные сервисы роботакси в городе Гуанчжоу. Когда этот этап будет завершен, я бы сказал, при наличии достаточного объема данных и достаточного прогресса, мы планируем запускать дополнительные испытания, возможно, с партнерами по всему миру. Так что, вероятно, это будут этапы позже в этом году или в начале следующего года, по которым мы будем объявлять новые вехи. Да, что касается гуманоидного робота, мы также нацелены на то, чтобы начать его массовое производство позже в этом году, вероятно, в 4-м квартале. И сначала он будет использоваться в наших собственных сценариях внутри компании, например, в торговых точках, в наших офисах в качестве ресепшиониста и в наших выставочных залах, чтобы сопровождать и обслуживать наших гостей. В штате Флорида в День Земли выпустили в океан спасенную морскую черепаху по кличке Нутелла. За возвращением животного в дикую природу наблюдали более 200 человек. Черепаху обнаружили около 4 месяцев назад в тяжелом состоянии. Она была запутана в рыболовных снастях, получила серьезные травмы плавника и страдала от заболевания, вызывающего опухоли у морских черепах. После лечения и реабилитации в специализированном центре ее признали готовой к возвращению в естественную среду. Зеленые морские черепахи, к которым относится Нутелла, считаются уязвимым видом и находятся под защитой международных природоохранных соглашений. Основными угрозами для них остаются загрязнение океана, рыболовные сети и утрата среды обитания. Акция приурочена ко Дню Земли и направлена на привлечение внимания к проблемам сохранения морской экосистемы. Экологи подчеркивают, что подобные случаи реабилитации животных остаются редкими и требуют длительного восстановления. Нутелла была почти безнадежным случаем, и я серьезно не думала, что она выживет. У нее были тяжелые опухоли на теле и глазах. Она была запутана в леске до такой степени, что могла потерять плавник из-за нарушения кровообращения и проглотила большое количество лески. То, что произошло сегодня, это действительно чудо — увидеть, как она возвращается в дикую природу. Мы недавно видели, как астронавты летали на Луну, и они говорили, что увидели одну планету, одну живую планету. Мы все связаны, и важно помнить об этом в День Земли.